Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя, и в этом видео я хочу связать шапку практически самой обычной резинкой, хотя на самом деле не самой обычной резинкой. Для шапочки я возьму полушерстяной шнур Нуга от пряжи Центр. Здесь 62% меринос, 19% кашмелон, 19% полиакрил. В одном мотке 250 грамм, длина 50 метров. И для такой пряжи, для такой толстой пряжи я беру спицы номер 12. Я думаю, это видно. Ссылку и промокод на пряжу вы, как всегда, найдете внизу под видео в инфобоксе. Там будет вся информация и все полезные ссылочки. Цвет моей пряжи это лиловый, это такой темно-фиолетовый цвет, но я надеюсь, что несмотря на то, что цвет довольно темный, все равно на видео он будет очень хорошо смотреться. Если это не так, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Перед началом вязания моточек нужно смотать вот в такой клубочек, потому что из мотка вязать просто неудобно. Шапку я буду делать на свой размер головы, это приблизительно 55 сантиметров, но также именно эта шапка, этот расчет подойдет и для размера головы чуть больше, чем мой, 56 сантиметров тоже будет смотреться и сидеть очень хорошо. Я буду делать традиционный набор петель на спицу, но буду использовать лишь одну спицу. Откладываю хвостик приблизительно сантиметров 70, может быть чуть побольше, для классического набора петель на спицу. Беру свою одну спицу и рабочую нить. Рабочая нить в данном случае состоит из двух концов. Смотрите, один конец идет к клубку, и другой конец у меня хвостиком считается. Я называю его хвостик. Хвостик огибает большой палец, конец от клубка огибает указательный палец. Как же делается традиционный набор петель на спицу? Я беру одну спицу. Обычно берется две спицы, но при вязании с толстой пряжи я всегда беру одну спицу, потому что иначе ваш наборный ряд будет очень рыхлым. Итак, беру одну спицу и завожу ее снизу вверх под нить между большим и указательным пальцем левой руки. Вот так. Поворачиваю спицу по часовой стрелке. Получается вот такая рогатка из пальцев. И дальше я эту же спицу завожу под нить на большом пальце. Видите, когда я оттягиваю нить на себя, у большого пальца образуется петля. И в эту петлю я завожу спицу. Подхватываю спицей нить с указательного пальца. Сбрасываю петлю с большого пальца. Получается 2 петли на спице. И снова возвращаясь к вот этой конструкции, к рогатке, снова завожу спицу на себя. Опять получается петля у большого пальца, куда я вставляю спицу. И набираю третью петлю. На себя, в петлю, подхватываю нить. 4 петли я набрала. На себя, в петлю, подхватываю нить. Обратите внимание, это важно. Нить, которая образует петлю, это хвостик. Она будет тратиться не так быстро при наборе, именно при наборе, как нить, которая идет от клубка, как нить, которая у указательного пальца. Поэтому данный момент очень принципиален, что нитью, хвостиком вы обвиваете большой палец, а указательный палец вы обвиваете ниткой рабочей. Видите, она делает петли, и поэтому она расходуется очень быстро. А хвостик, он расходуется медленнее. Если вы перепутаете эти нити и сделаете наоборот, то ваши петли начнут набираться хвостиком. И ваш хвостик кончится очень быстро. Поэтому правильнее всегда от клубка делать петли, а хвостиком делать вот эти петли, в которые вы вставляете ваши наборные петли. В общем, набираю таким способом 40 петель для размера шапочки в 55 сантиметров. Я набрала на одну спицу 20 петель, и на следующую спицу, просто у меня уже кончилась одна спица, я наберу еще 20 петель.
Итак, мои 40 петель набраны. Старайтесь, чтобы вот здесь хвостик в итоге у вас не остался слишком длинным, потому что пряжу нужно экономить, и иначе, если у вас будет какой-то очень длинный хвостик, вам пряжи просто не хватит на всю шапку. Дальше я делаю перевод петель на спицу, перевожу по 10 петель. После того, как петли распределены по спицам, у меня получается по 10 петель на каждой спице. Итак, складываю эту конструкцию так, что рабочая нитка будет в правой руке, и дальше вязать я буду пятой свободной спицей петли со спицы, которая в левой руке. Вот так получается, да? Смотрю, чтобы все мои петли смотрели из круга, чтобы не было перекрутов, и начинаю вязать. Вязать я буду резинкой, но не совсем обычной. Первый ряд вставляю правую спицу в петлю и вяжу ее, как будто бы я вяжу за заднюю стенку лицевую петлю. Только смотрите, традиционно мы бы ее провязали просто вот так, а я провяжу ее обратным хватом. То есть вставляю спицу и подхватываю, как бы завожу спицу за нитку не справа, а слева и снизу. Получается у меня нить сверху спицы. И дальше вывожу ее. Таким образом я делаю скрещенную лицевую. И эта лицевая у меня скрещивается налево. Дальше будет ее лучше видно. Дальше делаю традиционную классическую изнаночную. Снова делаю скрещенную лицевую налево. Опять вставляю, как будто бы я вяжу лицевую за заднюю петлю. Вставляю правую спицу вот так. Кладу нить на правую спицу, рабочую нить, и вывожу ее. Петля у меня получается скрещенная, да? Я думаю, это видно. Если вы вяжете скрещенными петлями, вообще, если вы знакомы с лицевыми петлями, то вот видно, что у меня она перекрестилась, и ее половинка, левая половинка, стала верхней. Но при этом, для чего я делаю обратный подхват нити? Смотрите, у меня сама петля на спицу встала обратным положением. То есть, если традиционно петля стоит на спице, у нее правая ножка вот ко мне, левая от меня, вот здесь видно, здесь петли стоят традиционным способом, то здесь она встала наоборот. У нее левая ножка ко мне, правая от меня. И таким образом я вяжу первый ряд, то есть нечетный. Традиционная классическая изнаночная петля. И дальше скрещенная лицевая петля налево с обратным захватом. Давайте еще раз помедленнее. Традиционная изнаночная петля. Вставляю точно так же, завожу справа налево спицу в петлю. Нить, видите, у меня лежит на левой спице. Делаю обвитие правой спицы, вывожу петлю. При этом, как вы видите, петля становится классическим традиционным способом. Правая ножка впереди, левая от меня. Дальше у меня идет скрещенная лицевая петля налево с обратным подхватом. Опять завожу точно так же спицу в эту петлю. Кладу нить на правую спицу, подхватываю ее и вывожу. Снимаю петлю со спицы. И вот она, скрещенная налево петля. И видите, она перевернулась на спице. Продолжаю так вязать до конца ряда, чередуя. Практически одна лицевая, одна изнаночная, одна скрещенная лицевая. Закончится этот ряд одной изнаночной, потому что начинали мы его со скрещенной лицевой. Перехожу на следующую спицу. И таким образом я провязываю все 4 свои спицы до конца ряда. В следующем ряду рисунок немножко изменится. Итак, второй ряд четный. И здесь рисунок немножко меняется. Я опять-таки продолжаю вязать резинку 1 на 1. Но если
нечетный ряд, и моя лицевая была скрещена влево, то в четном ряду моя лицевая будет скрещена вправо. Итак, приступим. Смотрите, первая петля у меня лицевая, и я вижу, что она одета наоборот, она обратная, да? Именно для этого мы и делали вот этот обратный подхват, чтобы в итоге моя петля получалась обратной на спице. У нее левая ножка впереди, правая сзади. И ее я просто провязываю за переднюю ножку, практически самый обычный лицевой. Вот так. Таким образом, сейчас я ее сниму со спицы. Видите? Она перевернулась, и она скрестилась уже вправо. Вот у нее половинка, верхняя половинка у нее правая. Изнаночная, как всегда, традиционная. То есть вставляю спицу справа налево и делаю поворот. Видите, изнаночная у меня всегда будет обычная, а лицевая будет меняться. Да? И изнаночная у меня становится классическим способом. Правая ножка ко мне, левая от меня. Опять делаю скрещенную лицевую петлю направо. То есть завожу вот так. Она фактически как будто бы классическая. Лицевая, единственное, что так как у меня петля надета на спицу наоборот, она получается скрещенной. Завожу петлю за переднюю стенку, завожу спицу за переднюю стенку, подхватываю, вывожу. И снова делаю традиционную изнаночную. И продолжаю чередовать так. Скрещенная лицевая направо, изнаночная петля. Скрещенная лицевая направо, изнаночная петля. Если вы видите, что у вас что-то не так, что вы где-то сбились, то просто меняйте положение петли. Возможно, вы ее в предыдущем ряду провязали как-то не так. Возможно, она у вас стоит классическим образом, а не обратной. Вам тогда нужно ее будет снять и, допустим, перевернуть. Да? Вот если у вас вот так стоит в четном ряду петля лицевая, вам нужно ее снять, перевернуть, связать фактически обычную классическую петлю. И тогда вы получите скрещенную петлю направо. В общем, продолжаю вязать так до конца ряда. Я вяжу скрещенная лицевая направо, изнаночная петля. Итак, связала я второй ряд. Как считать ряды в вязании на чулочных спицах? Ну, либо вы считаете, когда вы провязали 4 петли, либо вот смотрите, вот он конец ряда, он там, где хвостик. Дошли до хвостика, значит вы связали ряд целиком. Итак, следующий ряд, третий, он опять нечетный, и здесь я возвращаюсь к своей лицевой петле, которая будет скрещена налево. То есть мы так и будем повторять. Нечетный ряд, лицевая скрещена влево, четный ряд, лицевая скрещена вправо. И вот для того, чтобы нам было удобно это вязать, мы делаем вот такой прием. Сейчас лицевая у меня стоит опять классическим способом. Правая ножка к себе. Я думаю, это видно. Вот правая, вот левая ножка. Верну ее на спицу. Правая ножка стоит ко мне. Значит, я завожу завожу спицу справа налево. Вставляю ее в петлю. Набрасываю рабочую нить на правую спицу. И провязываю. Таким образом у меня получается петля скрещенная влево. И при этом нить на рабочей спице становится наоборот. Дальше идет классическая изнаночная. И я думаю, вы уже поняли, как вяжется этот узор. Опять скрещенная влево петля, изнаночная. Скрещенная влево петля, изнаночная. Пока небольшой участок я провязала, вот такая получается резинка. Эта резинка называется хлебный колос. Единственное, что я делаю ее здесь немножко с небольшим отличием. Я ее делаю односторонней, потому что я делаю шапку, и я решила, что для шапки двухсторонняя резинка не нужна, потому что вторая сторона у меня будет изнаночная, и как бы зачем мне со второй стороны эти колоски. Изнанка у этого узора, у того варианта, который я делаю, абсолютно традиционная. Абсолютно обычная резинка 1 на 1. А вот лицо, один ряд у меня все петли смотрят влево, лицевые, а в следующем ряду все петли смотрят вправо, лицевые. И так я чередую влево, вправо, вправо. Этот узор немного плотнее, чем обычная резинка. Ну, за счет того, что петли все-таки скрещенные, поэтому плотность у него чуть выше, и он чуть
хуже тянется. Именно поэтому на свой размер головы я набрала 40 петель. Если бы я вязала эту шапочку обычной резинкой, 1 к 1, я бы набрала на свой размер головы, на 55 сантиметров, я бы набрала 36 петель. Вот из-за того, что резинка плотнее, я здесь прибавила 4 петли, и у меня получилось 40. Вяжу таким способом нужное количество рядов в высоту, а затем перехожу к своей макушке. В высоту я довязала шапочку, у меня получилось 19 рядов. Вот посмотрите, как смотрится эта косичка и эта резинка. И дальше я буду закрывать макушку. Я решила делать для этой шапки очень простую макушку, просто 2 вместе, 2 вместе. И таким образом я закрою все петли, пока они практически не закончатся. У меня идет 20 ряд четный, и здесь должна быть лицевая скрещенная направо. Я планирую продолжать все равно скрещивать лицевые. И смотрите, неплохо бы скрещивать лицевую направо и провязывать ее вместе с предыдущей изнаночной, которая идет перед ней. Поэтому одну изнаночную я сниму с правой спицы и распущу ее. И пущу ее как петлю, с которой вместе будем провязывать лицевую. Итак, продолжаю провязывать лицевые петли, вставляю спицу слева направо за переднюю дужку и делаю обычную лицевую. Да? То есть вот я вставляю спицу слева направо, в 2 петли и подхватываю рабочую нитку. То есть получается, что я провязываю лицевую и изнаночную перед ней просто вместе. То же самое. Таким образом, число моих петель в этом ряду уменьшится в 2 раза. И у меня их было изначально 40, значит, теперь их станет 20. Продолжаю так до конца ряда. Я закончила 20 ряд, и сейчас 21. Здесь скрещенные петли делаются налево, да, он нечетный. И я продолжаю вязать по 2 вместе. Вставляю спицу в 2 петли справа налево. То есть получается, здесь я уже вяжу просто обычные лицевые за заднюю стенку. Здесь уже не обязательно делать обратный подхват. Забегу чуть-чуть вперед, этот ряд будет последний, и совершенно не важно, как в итоге петля окажется у меня на правой спице. Просто вяжу 2 вместе скрещенной. Да, если у меня петля приходится не на ту спицу, я ее просто перебрасываю. Итак, вставляю спицу в 2 петли за заднюю стенку, делаю лицевую петлю. Таким образом, число петель снова уменьшится в 2 раза, и уже у меня останется лишь 10 петель. Смотрите, если вам немножко сложно спицами делать 2 вместе, возьмите крючок и помогайте себе крючком. Или, допустим, если вы вяжете на круговых спицах, у вас нет чулочных спиц такого размера. Итак, 2 вместе до конца ряда. Все, закончила я убавку макушки. Без крючка все же не обойтись. Дальше я просто вставляю крючок в свои петли и подхватываю рабочую нитку. Буду затягивать макушку. Подхватываю рабочую нить и снова провожу ее через все петли. Получается, что здесь мне нужно стянуть все 10 петель. В принципе, это не очень большое количество петель, и его вполне возможно стянуть на макушке.
последние 3 петли. Все, макушку я стянула, посмотрите, получилось довольно плотно, и практически шапка у меня готова. Остается лишь убрать нити, убрать все хвостики наизнанку. Давайте сомкнем наборный ряд. Здесь несложно. Беру крючок, опять-таки нахожу первую петлю, вот она. Завожу в нее крючок, подхватываю нитку. Вывожу ее, у меня очень короткий хвостик остался, и затем вот так завожу крючок, снова подхватываю этот хвостик, и дальше я его просто вот здесь пришью к изнаночной стороне своей шапки. Так как моя пряжа представляет из себя шнур, здесь можно немножко открыть эти петли шнура, немножко его уменьшить, распустить их, и дальше каждую петлю просто пришиваю к шапке. Можно с помощью иголки, можно с помощью крючка. Ну а теперь уже традиционная примерка шапки. Вот так она смотрится на мне. Получается такая объемная и в то же время какая-то кривая резинка. Ну не скажу, что она кривая, она просто то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую, где смотрят колоски. Макушка. Такую шапочку можно связать с отворотом. Это, конечно, маленькая, отворот у меня здесь не получится. И я вязала эту резинку не двусторонней. Ее можно связать двусторонней по кругу, но тогда нужно немножко по-другому ее вязать. Если вам интересно, как связать эту резинку двусторонней, то, конечно, пишите об этом в комментарии. Если будут запросы, я сниму об этом видеоролик. Эта шапочка у меня в 2 цветах. Первая моя модель была вот в этом бежевом цвете. В классификации цветов от пряжи Центр это называется цвет латте. Здесь косы даже лучше, мне кажется, видно. А вот этот цвет это лиловый. Изнанка этой шапки представляет из себя самую обычную резинку. Здесь получается вот такая макушка на изнанке. Я не скажу, что шапку можно использовать на 2 стороны, потому что макушка все-таки получается с изнаночной стороны не такой красивой, да? Вот. Еще раз повторюсь, что для этой шапочки я вязала эту резинку односторонней, а не двусторонней, ну просто потому, что для того, чтобы она была более все-таки пластичной, и вторая сторона мне в принципе не нужна. И вот так шапочка выглядит с лицевой стороны. Они, кстати, абсолютно одинаковые, просто бежевая смотрится чуть-чуть больше. Здесь я, наверное, еще не так стильно стянула макушку. Если вам понравился данный видео-мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Задавайте свои вопросы и также пишите пожелания в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.